Каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы полностью изучили смарт-мани, вы понимаете зоны интереса, вы понимаете, что, куда, откуда, зачем ходить, вы принимаете решение, но рынок упорно идет против вас. Вроде бы вас научили, вам показали, вам объяснили, на уроках все круто, все замечательно, а в жизни немножко не так. Почему это происходит? В моем понимании это происходит потому, что все самое очевидное, все, что видят все остальные люди, оно никогда не будет отрабатывать, потому что все, что видят другие, по сути, они же это и портят. И рынку не нужно придумывать, и маркетмейкеру не нужно придумывать некие замудренности. По сути, мы с вами супер иррациональные люди, и по этой причине мы и сами портим как раз всю эту картину. Но при этом, понимая, что толпа, мы с вами являемся этой толпой, несколько человек уже составляет толпу, по сути, каждое утро, каждый день, каждый вечер торгует огромное количество людей, мы все с вами составляем некую супер иррациональную, не знаю, наверное, субстанцию, никого не хочу этим обидеть, но по сути мы как раз составляем тот алгоритм, который работает против нас. Я когда-то, когда проходил учебу в смарт-мани, я допускал, что, ну что-то не так, где-то же есть вот этот вот секрет. Оказалось, что секрета нет, оказалось, что секрет именно в том, что все идет просто против самого очевидного. Сегодня мы как раз разберем несколько таких ситуаций, которые помогут вам понять, как это работает, посеют в вас некие семена сомнений, которые вам помогут разобраться и, надеюсь, позволят вам хотя бы немножко по-другому взглянуть на трейдинг и попытаться дать вам возможность торговать непосредственно прибыльно. Сейчас мы с вами разберем вот эту замечательную картину, которая буквально недавно произошла. Она у нас была 20 февраля, и казалось, что вот сейчас рынок у нас точно счастливый, довольный, будет продолжать нисходящее движение. Давайте я даже вот так вот Франкфурт обрежу. Мы видели на 4 часах, что мы хорошенечко пришли в очевидный ордерблок, да, то есть у нас здесь замечательно, у нас здесь все прекрасно, мы не досняли ликвидность. Давайте выделим блок по ICT, мы пришли в этот блок, все прекрасно, все замечательно, мы получаем некую реакцию, и мы уже падаем. Это с точки зрения шортистов. С точки зрения шортистов было бы неплохо присоединиться к этим шортам и счастливым, довольным улететь вниз. С точки зрения же лонгистов мы могли бы найти, например, на часовом таймфрейме вот этот вот замечательный ордерблок и получить некую точку входа. Правда, есть проблемы. Получается, с одной стороны, шортисты, если они уже здесь принимали решение, они уже входили в некую свою позицию, допустим, просто придумываю, что могли бы, я, честно, не вижу здесь даже на часе точки входа для них, но, допустим, они просто приняли решение агрессивно войти, и куда они поставят тейк? Тейк они, естественно, поставят куда-нибудь подальше, хотя бы 1 к 3. Будет их позиция выглядеть вот так. Что же касается лонгистов, локально, конечно, кто-то может получить себе точку входа, непосредственно поставив от этого блока, да, может поставить точку входа от этого блока, но, по сути, вы же понимаете, что большинство торгует не так, да, то есть, да, они получат, давайте хотя бы тоже, 1 к 3, будем везде ставить 1 к 3. Наша задача поставить 1 к 3 во всех позициях. Соответственно, получают реакцию от блока. Но теперь вопрос, а получили ли они точку входа непосредственно вот в этом месте? Получили ли они снижение непосредственно, допустим, лонгисты, для того, чтобы присоединиться в данном месте? В данном контексте, конечно, возможно, вот в этой зоне будет точка входа, но большинство, мы же говорим за большинство будет ожидать снижения, непосредственно снижения в зону 50% по данному диапазону. То есть давайте прочертим его вот так. Если меня сейчас смотрят супер крутые ребята, которые торгуют смарт-мани, меня простите заранее, я неграмотный в этих вещах, потому что я, я уже потерял свою грамотность. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Специально ее потерял для того, чтобы я для себя просто унифицировал понимание смарт-мани, поэтому, возможно, какие-то супер красивые слова, супер красивые комбинации, которые вы же видите, вы же точно бы их в жизни применили. Правда, в этот день почему-то специально не применили, да, потому что случайно не увидели, но в остальные дни вы точно увидите. Вот, короче, за это меня простите. Соответственно, для себя я здесь точки входа не вижу, потому что здесь Токио, желательно было бы спуститься на Франкфурте и получить сделку. Поэтому вроде бы цена и улетает выше. Но здесь проявляется 15-минутный таймфрейм, и для людей, которые хотят получать лонги, был очень крутой сетап. На самом деле, вот он. Мы получаем некий всплеск, некий имбаланс, и можно было бы попробовать сделать ребалансировку этого движения. То есть, смотрите, сейчас через этот пример я вам покажу, каким образом
разочаровывает рынок лонгистов. Казалось бы, вот сейчас я войду, вот сейчас ребалансировка. Моя задача перейти на младший таймфрейм и на младшем таймфрейме поискать точку входа. Какая задача? Цена должна подняться, нарисовать некую зону интереса. Цена рисует зону интереса. Вот у меня ордер-блок, вот у меня второй ордер-блок, да? Блок 1, блок 2. Ну, давайте, чтобы быть супер-супер крутым трейдером, я, конечно же, войду вот отсюда, потому что я жадный трейдер, ну, а поставлю стоп вот сюда. Ну, и, естественно, 1 к 3. Посмотрим, что будет с моей позицией. То есть это стандартная точка входа Smart Money, которые получили свою ребалансировку. Да, кто-то скажет, ну, Артем, ну надо же было ставить там на 50% баланса и прочие штуки. Возможно, ставьте вопрос, почему вы сами туда ничего не поставили. Дальше цена делает некие откаты, мы понимаем, что, она дает еще одну возможность, давай я еще вот от этого блока срочно войду. Ладно, я бы уже получил стоп, давайте тогда еще раз вот так, но это же 100% верняк. И цена чуть-чуточку забирает мой стоп и летит дальше. Как это выглядит на 15 минутах? То есть мы пришли, сделали ребалансировку, мы получили точку входа, и цена забрала нас по стопу. При этом, смотрите, не факт, что люди на самом деле еще вообще бы здесь вошли. То есть они бы ожидали более глубокое заполнение, более глубокую какую-то точку входа, но я точно знаю, что чужие стопы в этот день искали эту сделку, и по итогу, те, кто ее искали, в нее не попали. После этого цена счастливая, довольная, улетает выше и уже не дает никаких хороших, красивых точек входа. То есть смотрите, что произошло для трейдеров, которые хотели по Smart Money. Они целое утро ждали. Они думали, что вот здесь мы войдем. Но при этом мы не дошли. Мы не дошли очень низко вниз. А теперь смотрите, мы сейчас же думаем, вообще даже сейчас обсуждаем с точки зрения максимально рациональных людей, то, что рынок, и люди, которые торгуют на рынке, будут делать все по правилам. Но даже люди, которые хотели бы здесь лонговать, их план на утро выглядел вот так. И смотрите, план на утро выглядит вот так. Ты получаешь реакцию от некого ордер-блока. И вместо того, чтобы ждать, что будет дальше, ждать, каким образом тебе цена будет давать свои точки входа, люди, которые хотят лонговать, открывают позицию вот таким вот образом. При этом риск-прибыль очень часто там 1 к 1, дай бог, чтобы 1 к 2 был этот риск-прибыль. И они уже в течение выжидания вот этого движения, вниз, они уже получают несколько стопов. Вот это важный момент. По сути, что делает рынок? Они пытаются получить в период, когда рынок уже начинает потихонечку расти, они пытаются, это же очевидно, что мы должны спуститься вниз. Это же очевидно. Поэтому давай-ка я вот эту вот минимальную прибыль, включается иррациональность, вот эту минимальную прибыль я войду и получу, быстренько ее заберу. Таким образом, рынок наказывает данных участников. А потом, когда цена уже улетает вверх, начинается новая игра. Начинается игра, что, я же знал, что будет лонг, давай-ка я все-таки буду теперь лонговать. Конечно, иррациональная игра постоянно еще будет включаться в тот период, когда у нас начинается рост, и вот в этом движении, мы сейчас пока вообще даже не говорим про шортистов, мы к шортистам еще перейдем, вот в этот период товарищи лонгисты будут говорить, как же так? Значит, вот отсюда, мы получим некое движение вниз на 50% имбаланса, ведь по-любому будет 50% имбаланса, То есть мы вернемся вот сюда, и тогда мы получим эту точку входа. Проблема в том, что это привычка из флета. Это привычка в том, что мы хотим во флете получить вот эти возвраты. Да, рынок стоит очень долго во флете, но в этом рынке бывают и импульсы. И именно импульсы съедают депозит вот этих вот ждунов, желающих развернуть рынок, чтобы он дал вот эту вот кроху, маленькую кроху. Что же в этом случае делаю я? Для себя я принимаю решение о присоединении к этому движению.
В этот день, например, я немножечко опоздал, я в лонг вошел, по-моему, аж прямо вот здесь, очень высоко. Так получилось, потому что я целое утро ожидал для себя, на самом деле, чуть-чуть большего снижения вниз. Когда будем говорить про шорты, я это покажу. Если что, все сделки у меня в Телеграм-канале. Если вы еще не в Телеграм-канале, обязательно переходим. Там огромная полезность в виде квизов для вас. Ежедневно стараюсь добавлять новые квизы, чтобы вы могли только смотреть теорию, но еще и чуть-чуть практиковаться. Итак, по итогу лонгистов вроде бы наказали, и вот в этом месте говорят, ребятам, все-таки ничего, сейчас же мы 50% сделаем, давай-ка присоединимся, давай-ка вернемся. По итогу, когда утром рынок начинает потихонечку снижаться, давая другим участникам, а именно лонгистам, вот эти точки входа, люди снова входят от понятно каких по своей стратегии ордер-блоков. Здесь нарисуют еще кучу, потому что на утро было сигналов, точек входа вот такого вот рода, вот отсюда, вот выше еще, кстати, был, я его даже пропустил, вот от этого блока, еще был вот от этого блока. То есть, возможностей войти в лонг здесь было очень много. И смотрите, что делает рынок. Он приходит в каждую зону, дает небольшую манипуляцию. А чем это как раз манипуляция есть в моем объяснении? Это надежда, да? То есть, если мы пошли довольно глубоко, то любой откат вверх, скорее всего, будет являться надеждой. Он не будет разворотом, потому что люди будут ждать, вот сейчас, вчера же мы летели, значит и сейчас, и прямо сейчас мы с вами полетим. После того, как он дает вот эту надежду дополнительную, получив 2, 3, 4 стопа, люди еще снова влетают в позицию, да, потому что вот это очень очевидно, вот это очень-очень легко и быстро. Соответственно, после этого рынок, оставив их ни с чем, оставив их, возможно, уже даже здесь, кстати, заверив их то, что будет шорт, уходит дальше без них. Что же в этот момент делают шортисты? Неужели они ведут себя максимально рационально? Неужели максимально здесь? Здесь же понятно, что все хорошо, все замечательно. Кстати, маленький спойлер, вот эта вот позиция, в итоге она не отработала, она закрыта по безубытку. Рынок немножко дошел вверх, по-моему, где-то, и спустился ниже. А шортисты, естественно, тоже оказались в этот день довольно-таки иррациональны. Как мы видим, что позиция в итоге пошла мимо них, позиция ушла не туда, куда они хотели. И смотрите, ведь по логике, чем занимается в данном моменте шортист? Он просто берет любую зону интереса. Я думаю, что вы не раз уже на моих утренних разборах видели эту историю. Моя задача просто разрисовать все возможные зоны интереса, когда я понимаю, в какую сторону явно видят люди движения, да, и просто тупо от каждой этой зоны входить в позицию. Можно придумать разного рода зоны. На самом деле нет никакого там супер правила, что именно так ваша зона должна отрабатывать. Вам нужно попытаться понять логику, почему эта зона должна работать, да? А вот в моем понимании любая зона будет работать иррационально только по той причине, что ее видят другие участники. И смотрите, мы с вами приходим непосредственно утром, у нас Франкфурт, и мы, казалось бы, думаем, что вот сейчас мы дальше продолжим нисходящее движение. Ведь посмотрите, какой хороший, красивый тренд. Мы могли бы тут придумать себе кучу точек входа, у нас уже все летит, а тем более, если мы и до этого взяли точку входа, вообще будет прекрасно. Поэтому здесь, и по сути, мы тоже могли утром видеть разного рода чужие стопы, да, то есть это возврат немножко выше, может быть даже снятие Токио, продолжение нисходящего движения. Возможно, невозможно, а точно, эти сделки были непосредственно в чужих стопах, и люди именно таким образом планировали продолжение нисходящего движения, да, то есть от этой зоны и по-моему, да, вот от этого еще блоков хотели продолжить нисходящее движение. Соответственно, что мы видим? На Франкфурте у нас начинается падение. И для многих это некий сетап Judas Swing, когда можно было бы на откате, счастливым, довольным, просто продолжить нисходящее движение. И, казалось бы, все происходит, все подходит, все получается, но получается позиция плюс-минус, я не буду на младший таймфрейм переходить, позиция плюс-минус будет вот так, тут 1 к 3, все, мы быстренько забираем свою позицию, но бах, и даже без шансов нам ничего не дает цена. Супер, пересвип нашего блока, почему бы от пересвипа блока не попробовать? Вдруг меня заберет, вдруг я получу свои тейки, бах, опять стоп. И таким образом каждого вот этого желающего непосредственно получить что? Непосредственно забрать свой хай. Цена как минимум 3 раза. Это еще для супер адекватного человека цена будет забирать. Мы же на утреннем разборе можем с вами проговорить по поводу того, что а зачем мне входить вот здесь?
Что я хочу получить здесь? Давай я дождусь некое реальное начало нисходящего движения. Давай я дождусь. Вот оно, начало реального нисходящего движения, если я очень сильно хочу, да? И тогда я к нему присоединюсь. Если же происходит некий мусор, некий флэт, ну давай дождемся выхода из этого флэта. Ну нарисуйте вы хотя бы себе какой-нибудь, я не знаю, ну давайте вот так. Вот хотя бы вот такой диапазон, и выйдет цена пусть из этого диапазона, и вы счастливы, довольны, к ней присоединитесь. Нет, мы иррациональные люди, наша задача попытаться непосредственно взять самый хай, что нас и наказывает. И вы должны понимать, что в течение всего вот этого времени супер отчаянные шортисты вот тут они должны были продолжать шортить. Дальше у нас происходит пробой всей ликвидности, и как бы вы думали, что будет происходить? И самое интересное, в какой конкретно момент это произойдет. Непосредственно вот в этой области принимается решение шортистам, мы же супер иррациональные ребята. Именно вот здесь мы с вами примем решение, что делать вместо шортов. Естественно, мы с вами примем решение лонговать. Ну я же так много потерял своих стопов вот здесь. Давай я, наверное, все-таки приму решение и буду лонговать. Потому что, это же безоткатный рост. Это же 100% дальше рост. Мы по-любому теперь будем расти. Посмотрите, как на часть? Почему я целый день шортил? Неужели? И тут у меня уже почти стоп или без убыток, да? Все, это нереально. Я должен продолжать восходящее движение. Именно этот момент, когда переворачивается человек, который целый день шортил, и он начинает лонговать, лично я для себя называю разочарованием. Вот такое слово придумалось, вот так оно и пошло в обиход. Поэтому это будет разочарованием, которое заставляет людей, которые целый день шортили, перевернуться и забрать непосредственно, точнее, войти в продолжение восходящего движения. При этом я не отрицаю, что в течение этого дня были шортисты, которые заработали. Моя задача найти и определить, каким образом думают люди именно иррационально, каким образом думает толпа, что она для себя делает. И именно это мне позволяет определять, что буду делать я, да? То есть именно этим и пользоваться. Дальше цена вроде бы дает некую надежду, дальше цена снова падает, говорит, что вот сейчас, ребят, сейчас вот это просто небольшая коррекция, не переживайте, сейчас мы полетим вверх, заставляя, кстати, многих уже войти даже без стопов, и после этого просто укатывает их назад. Укатывает. И делает снова разочарование, заставляя людей перевернуться. А вспоминаем, какие вот здесь были мысли, какие могут быть мысли у других людей, и какие были раньше у вас мысли в таких зонах. Это же очевидный шорт. Почему ты лонгуешь? Давай срочно будем непосредственно дальше шортить. И после этого цена, естественно, не дает вам точки входа и доходит до хая, да? То есть, смотрите, по-хорошему, во-первых, это ночь, по-хорошему, скорее всего, здесь вообще никто, точнее, много людей здесь не ваши позиции, не получили свои тейки, да, и счастливые, довольные, сейчас там рынок развернется, и счастливые, довольные, после этого еще опять утром проснувшись, это точно лонг, снова входили в продолжение восходящего движения, и снова рынок их что? Наказал, счастливые, довольные, сказал: не, ребят, хватит, на этом сегодня все, поедем дальше без вас. Таким образом, в моем понимании, вот с этой логикой работает рынок. Я не знаю, почему это происходит. Точнее как, я предполагаю, что это происходит из-за того, что мы с вами толпа, мы с вами по отдельности, мы супер крутые личности, мы все молодцы, мы все красавчики, но когда мы объединяемся с вами в толпу, у нас начинаются проблемы, да? А каждый человек, который считает, что он личность в сфере трейдинга, который сидит отдельно за компьютером, по сути, он является неким объектом, который работает иррационально. И по этой причине, скорее всего, он вместе, да, как компьютерная сеть, становится неким элементом этой толпы. Именно вот так я для себя объясняю, что такое иррациональность и каким образом эта иррациональность себя показывает. Для себя я это называю стопы надежды разочарования, да, то есть в моменте те же ребята могли получить даже в этом движении что-то в формате стопов, да, если они до сих пор не сдались, до сих пор шортили, но поскольку у них очень длинные, огромное количество стопов было, вот это были для них стопы, для шортистов, потом
была некая надежда, что ну вот сейчас все-таки мы пойдем в шорт, и после этого полное отчаяние, что нет, теперь точно пойдем в лонг. То есть это в более глобальном контексте. Соответственно, именно вот так я это использую, именно так я это вижу, и если вы смотрите мои ролики, то вы должны понимать, что моя задача изучить Smart Money, унифицировать его для того, чтобы увидеть потом вот это, что будут делать другие люди. Да, я не буду определять зону дисбаланса, да, я не буду определять вот эти вот разного рода там пересвипы Токио, это мне не интересно. Мне интересно средний человек, который понимает в среднем этот рынок, да. Есть некие дополнительные элементы, возможно, которые в единицу времени вам чем-то помогут, но на дистанции, скорее всего, это будет не так. На дистанции, в моем личном понимании, работает именно хомячья наша с вами натура, то есть я вижу суперочевидное, я в это вхожу, и именно вот это суперочевидное не отработает. Именно этим я пользуюсь на своих утренних разборах, именно этим я объясняю само слово разочарование, когда человека заставляют после того, как он целый день делал что-то, да, либо целую неделю делал что-то, перевернуться и делать наоборот. И именно в этот момент, когда этот человек перевернется, именно в этот момент рынок начнет идти в его сторону. И тогда он будет сидеть у разбитого корыта. Желаю вам, чтобы с вами этого не случалось. Продолжаем смотреть ролики. Особое внимание обязательно уделите утренним разборам. Я отключаюсь. Хорошего дня. Пока.